Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Люси Летби, 33-летняя британская медсестра, которая была признана виновной в убийстве 7 младенцев и попытке убийства еще 6 в неонатальном отделении больницы в Честере. Она совершала эти преступления в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Она вошла в историю как самый злостный серийный убийца детей в современной Великобритании. Это молодая женщина, которая должна была заботиться о самых беззащитных существах, новорожденных младенцах, на самом деле была их кровожадным палачом. Ее методы были жестокими и изощренными. Она вводила воздух в кровь и желудки детей, подкармливала их молоком, физически избивала и отравляла инсулином. Она действовала тайно и хитро, умело обманывая коллег, родителей и следствие. Она была арестована только после того, как в больнице заметили необычно высокую смертность младенцев и начали расследование. Что заставило эту женщину совершать такие ужасные поступки? Какие психологические факторы лежат в основе ее поведения? Какие последствия ее действия имеют для общества и медицины? Эти вопросы требуют глубокого и всестороннего анализа. Одна из возможных теорий объясняет преступление Летби как проявление синдрома Мюнхгаузена. Это редкое психологическое расстройство, при котором человек наносит вред другому человеку, обычно ребенку или пожилому, чтобы привлечь к себе внимание и сочувствие. Такие люди часто работают в медицинской сфере или уходе за больными, где они имеют доступ к потенциальным жертвам. Они получают удовлетворение от того, что создают ситуации кризиса или риска для жизни другого человека, а затем выступают в роли спасителя или заботливого родственника. Они также стремятся получить признание и похвалу от окружающих за свою самоотверженность и профессионализм. Эта теория может объяснить некоторые аспекты поведения Летби. Например, она часто была первой на месте происшествия, когда дети попадали в реанимацию. Она также показывала большую заинтересованность в состоянии детей и участии в их лечении. Она даже поддерживала контакт с некоторыми родителями после смерти их детей, выражая им сочувствие. Все это может свидетельствовать о том, что она искала внимания и одобрения от других, а также пыталась скрыть свою вину. Однако эта теория не может полностью описать мотивы Летби. В отличие от типичных случаев синдрома Мюнхгаузена, она не пыталась спасти своих жертв или предотвратить их смерть. Напротив, она действовала с целью убийства, а не вызова болезни или травмы. Она также не проявляла никаких признаков раскаяния или сожаления за свои поступки. Она была холодной и бесчувственной, не испытывая никаких эмоций к детям или их родителям. Она даже улыбалась и шутила во время судебных заседаний. Она отправила открытку с сочувствием маме ребенка. Которого она якобы убила с 4-й попытки, когда пыталась наладить извращенные отношения с родителями своих жертв. Недоношенная девочка родилась весом всего 2 фунта 2 унции. После ее смерти мама ребенка рассказала, как Летби улыбалась и продолжала рассказывать о том, как она присутствовала при первом купании ребенка и как сильно он ей понравился. Она также сфотографировала благодарственную открытку от родителей 2 ее предполагаемых жертв как что-то на память. Она сказала, что для нее было нормальным поведением искать родителей детей, которых она лечила более 1 раза на Facebook. Вдали от покрытия доверия, под которым она пряталась, был бессердечный убийца, который не проявлял никаких эмоций по отношению к трагически умершим младенцам. Другая возможная теория связывает преступление Летби с ее личностными чертами. Некоторые исследователи предполагают, что у Летби есть черты антисоциального и нарциссического расстройства личности. Антисоциальное расстройство личности характеризуется нарушением прав и норм общества, агрессивностью, безответственностью, манипулятивностью, лживостью и отсутствием совести.
Нарциссическое же расстройство личности проявляется чрезмерным самолюбием, грандиозностью, завышенным чувством собственной важности, завистью, пренебрежением к другим и потребностью в постоянном восхищении. Эти черты могут объяснить, почему Летби убивала детей. Она могла считать себя выше закона и общественной морали, не признавая никакой власти над собой. Она могла получать удовольствие от того, что контролирует жизнь и смерть других людей, демонстрируя свою силу и превосходство. Она могла завидовать родителям, которые имели то, чего у нее не было – детей и семью. Она могла игнорировать страдания своих жертв и их близких, неспособная к сочувствию или вине. Она могла стремиться к признанию и славе, даже если это было отрицательным. Вот еще вероятные мотивы, о которых следователи упоминали во время суда над Люси Летби. Она играла в Бога, она все контролировала, ей нравилось происходящее, она предсказывала то, что должно было произойти. Она, по сути, играла в Бога, сказал один из прокуроров. Во время обысков в ее доме полиция обнаружила больничные документы и рукописную записку, на которой Летби написала «Я злая, я сделала это». На суде прокуроры предположили, что Летби получала удовольствие от горя и отчаяния в комнате. Она хотела внимания анонимного доктора. Прокуроры утверждали, что у Летби были тайные отношения с женатым врачом в больнице графини Честерской. Он был одним из врачей, к которому обращались, когда состояние детей быстро ухудшалось, что считалось решающим аспектом их отношений. Подразумевалось, что она причинила им боль, чтобы получить его личное внимание. Из текстов, показанных суду, понятно, что пара регулярно обменивалась сообщениями, и что авторы переписки несколько раз встречались вне работы, даже после того, как Летби была удалена из неонатального отделения в июле 2016 года. Она также писала ему «Я любила тебя», добавив «Я хотела, чтобы ты поддерживал меня, но ты этого не сделал». Именно этот женатый врач стал ее лучшим другом, пока она убивала младенцев. Это было единственным источником ее эмоций. Она была недостаточно хороша. Присяжным были представлены несколько записок, написанных Люси Летби, в одной из которых говорилось «Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них». В другой записке она написала «У меня никогда не будет детей, и я никогда не выйду замуж. Я никогда не узнаю, что значит иметь семью». Люси Летби была медсестрой категории 5, а это означало, что у нее были навыки и подготовка, чтобы ухаживать за самыми больными младенцами в неонатальном отделении. На суде она согласилась с тем, что иногда работа становилась менее стимулирующей, когда ей поручали младенцев, которым не требовалось столько медицинской помощи. Как бы то ни было, преступления Летби имеют серьезные последствия для общества и медицины. Они подрывают доверие к медицинскому персоналу, который должен быть гарантом безопасности и здоровья пациентов. Они вызывают тревогу и страх у родителей, которые оставляют своих детей в руках незнакомцев. Они вызывают тревогу и страх у родителей, которые оставляют своих детей в руках незнакомцев. Они требуют более строгого контроля и надзора за работой больниц и клиник, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Пока Летби находилась в ожидании приговора, многие требовали, чтобы она получила самое строгое наказание, которое возможно в британском правосудии. Однако были и те, кто считал, что она нуждается в психиатрической помощи и реабилитации. Какой бы приговор ни был вынесен, он не сможет вернуть жизни убитых детей и излечить раны их родителей. Это глубокая трагедия, которая оставит неизгладимый след в истории и памяти. Медсестра была арестована после череды смертей младенцев в отделении новорожденных больницы графини Честерской на северо-западе Англии в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Описанная обвинением как расчетливая женщина, которая использовала методы убийства, которые не оставляли особых следов, Летби неоднократно отрицала, что причинила вред этим детям. Снова и снова она причиняла вред младенцам в обстановке, которая должна была быть безопасной для них и их семей, заявила старший прокурор Паскаль Джонс, назвав убийство полным предательством оказанного ей доверия. Суду сообщили, что коллеги выразили обеспокоенность, заметив, что Летби не было на смене, когда каждый из младенцев потерял сознание, причем на некоторых новорожденных напали как раз в тот момент, когда их родители встали со своих кроваток. Обвинение заявило, что Летби подтолкнула своих коллег к мысли, что череда смертей была просто чередой невезения. Последними жертвами Летби стали два мальчика из тройни, которых суд назвал малышами О и П. Ребенок О умер вскоре после того, как Летби вернулась с отдыха на Ибице в июне 2016 года, в то время как ребенок П умер на следующий день. Также сообщалось, что Летби пыталась убить и третьего из тройни, ребенка Кью,
но присяжные не смогли вынести вердикт по этому обвинению. Прокуроры заявили, что к тому времени Летби полностью вышла из-под контроля, добавив, что по сути она играла в Бога. Летби дважды арестовывали и освобождали. При ее третьем аресте в 2020 году ей было официально предъявлено обвинение, и она содержалась под стражей. Во время обысков в ее доме полиция обнаружила больничные документы и написанную от руки записку, на которой Летби написала «Я злая, я сделала это». Позже Летби пыталась объяснить содержание записки, сказав, что написала ее после того, как ее перевели на канцелярские обязанности после смерти двух тройняшек. Адвокат защиты Бен Майерс заявил суду, что Летби была трудолюбивой, глубоко преданной делу и любила свою работу. Летби также предположила, что банда из 4 старших врачей возложила вину на нее, чтобы покрыть недостатки больницы. Когда она давала показания на суде, она настаивала, что всегда хотела работать с детьми и сказала, что было ужасно узнать, что ее обвиняют в смертях. Полиция расследует пребывание Летби в больнице графини Честерской и в женской больнице Ливерпуля, где она также ранее работала, проанализировав более 4000 случаев госпитализации новорожденных в период с 2012 по 2016 год. На раздаточном материале, который сделала чеширская полиция в Манчестере 17 августа 2023 года, видно, что медсестру Люси Летби арестовали у себя дома в Честере 3 июля 2018 года. 18 августа 2023 года британская медсестра была признана виновной в убийстве 7 новорожденных младенцев и попытке убить еще 6 в отделении новорожденных больницы, где она работала. 33-летняя Люси Летби находилась под судом с октября 2020 года по обвинению в том, что вводила своим больным или недоношенным маленьким жертвам воздух, подкармливала их молоком и отравляла инсулином. Семьи жертв сообщили о совместном заявлении, зачитанном перед Королевским судом Манчестера на севере Англии, что они были просто ошеломлены тем, что произошло. «Правосудие восторжествовало», — добавили они, но предупредили, это правосудие не избавит нас от крайней боли, гнева и страдания, которые мы все испытали. Одна мама сказала присяжным: «Я слышала, как плачет мой сын, и я ничего подобного раньше не слышала. Это был скорее крик, звук, который не должен исходить от крошечного ребенка. Это было ужасно». Присяжные, некоторые из них были в слезах после выписки, совещались в течение 22 дней, вынеся свои первые обвинительные решения 8 августа, о которых они не могли сообщить из-за постановления суда. Летби едва сдерживала слезы на скамье подсудимых после оглашения первоначальных приговоров. В пятницу ее не было на суде, чтобы заслушать окончательное решение присяжных. В конечном итоге они оправдали ее по 2 пунктам обвинения и не смогли принять решение по 6 другим. Прокуроры попросили 28 дней на рассмотрение вопроса о пересмотре дела по этим обвинениям. Приговор Летби будет вынесен, и, как сообщается, она передала своим адвокатам, что не будет присутствовать на суде, чтобы узнать о своей судьбе, но ей грозит перспектива никогда не выйти из тюрьмы. После пересмотра дела Королевский суд Манчестера в Великобритании приговорил к пожизненному сроку медсестру Люси Летби, которая ранее была признана виновной в умышленном убийстве 7 младенцев и покушении на убийство еще 6 новорожденных. Об этом сообщает местное издание Manchester Evening News. Судебное разбирательство длилось 10 месяцев. Присяжные признали медсестру невиновной в 2 эпизодах покушения на убийство, но по еще 6 аналогичным эпизодам сошлись во мнении, что она виновна. Зачитывая приговор, судья заявил, что действия медсестры полностью противоречили нормальным человеческим инстинктам воспитания и ухода за детьми, а также грубо нарушили доверие, которое общество возлагает на всех, кто работает в сфере медицины и здравоохранения. Он также подчеркнул, что у осужденной нет права на освобождение. По словам судьи, Летби гордится своим профессионализмом, который позволил ей причинять вред детям, не вызывая подозрений. Она пользовалась возможностью причинить вред младенцам, пока у другого персонала был перерыв. Ее дело оживило воспоминания о 2 печально известных британских убийцах-медиках – докторе Гарольде Шипмане и медсестре Беверли Аллет. Шипман, врач общей практики, повесился в тюрьме в 2004 году, через 4 года после того, как был признан виновным в убийстве 15 своих пациентов. Более позднее общественное расследование показало, что он убил около 250 пациентов смертельными инъекциями морфина в период с 1971 по 1998 год. Аллет, медсестра, получившая прозвище «Ангел смерти», была приговорена к пожизненному заключению в 1993 году, после того, как ее признали виновной в убийстве 4 маленьких детей, находившихся на ее попечении, попытке убийства еще 3
и других преступлениях. Чем руководствуются такие люди? И к какой версии из представленных вы склоняетесь? Как несколько лет у нее получалось убивать младенцев и оставаться незамеченной? Какое наказание вы считаете для убийцы малышей справедливым? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.